Перил и Энгин едут на вечеринку. Перил ревнует его к Джерен. Сейфи говорит Айдан, что Эда прислала для нее видео. Это была та запись, когда она выводила ее за ворота. Айдан не может в это поверить. Серкан на этот раз был очень любезен с подругами Эды. Господин Фикрет, увидев Эду, говорит, что все, к чему она прикасается, превращается в чудо, как в сказке. Он говорит Серкану, что ему очень повезло. Серкан не хочет идти внутрь, так как там много народа. Эда напоминает ему, что у них было пари, и он делает то, что она хочет. Эда попросила сыграть на гитаре для нее. Выйдя из студии, Серкан с Эдой обняли друг друга. Все это видит следившая за ними Селин. Когда Серкан привозит Эду домой, та благодарит его за то, что он провел этот вечер с ней. Серкан говорит, что когда они расстанутся, он будет ее долго помнить. Эда напоминает, что осталось ровно 46 дней. «Так ты считаешь дни и жалеешь до сих пор?» – спросил Серкан. Эда подмечает, что у них немного другая ситуация. Серкан дарит Эде медиатор, которым играл. В память об этом вечере. Эда радуется, а Серкан говорит, что кусок пластмассы для нее ценнее бриллиантового колье. Пожелав друг другу доброй ночи, Серкан и Эда расходятся по домам. Тетушка, увидев, как Эда вешает что-то на стену, спросила, не хочет ли она заменить фото. Но Эда отвечает, что останется это, так как у нее хорошая память. «Ты влюбляешься», — сказала Айфер. «Медленно отдаешь свое сердце». «Я его так просто не отдам», — отвечает Эда. Также Айдан рассказала, что Милек где-то пропадает и ничего не говорит. Эда обещает попробовать это выяснить. Так как Серкан вернулся домой за полночь, мать решила поздравить его с днем рождения. Серкан спросил у матери, как отец, и та говорит, что он делает все в одно и то же время. И сейчас у него время спать. Должен быть режим, это очень важно, говорит ей Серкан. А Айдан считает, что это скучно. Ей хочется радости, безумия, когда не знаешь, что будет завтра. Так примерно, как с твоей флористкой, говорит она сыну. «Неужели тебе начинает нравиться Эда?» – спросил Серкан. Айдан говорит, что не то имела в виду, и она за все эти годы просто так изучила отца, что знает каждый его шаг. Джерен встретилась с Эдой. Она говорит, что благодаря Энгину стала популярной в офисе. «Но мы просто друзья», — сказала Джерен. А Эда сказала, что начинает влюбляться в Серкана Балата, и ей нужно держаться от него подальше, иначе он и ее погубит. Эда готовит для Серкана подарок, а сама думает о предстоящей разлуке. Серкан тоже не может уснуть. Наступает утро. Мел заявляет всем, что села на диету. Айдан спрашивает у нее, где та пропадает. «Работа. И только работа», — говорит Милек. «Хорошо, что Селин у меня под присмотром. Она очень опасна», — говорит Мел Эде.
Айдан снова и снова пересматривает запись. Сейфи предлагает ей рассказать все мужу и порадовать его. Айдан идет к Альптыкину и видит, что тот поменял стиль одежды. Она, не ожидав такого от мужа, очень удивляется, так и не показав видео. Серкан замечает, как Эда смотрит на него украдкой. Та спрашивает, какие у него планы на вечер. «Никаких», – ответил Серкан. Вдруг позвонил Энгин и сообщил, что в соседнем здании ремонт, и работать просто невозможно. Серкан зовет команду к себе домой. Он говорит Эде, что они едут к нему домой, и команда думает, что они живут вместе. Энгин сообщает хорошую новость о проекте, с которым они давно работали с Селин. Проектом заинтересовались зарубежные клиенты. Лейла с Эрдемом рассказывают Эде, что Серкан никогда не празднует свой день рождения и раздает подарки сотрудникам, так как они ему не нравятся. Эда говорит, что все же приготовила ему кое-что. Энгин объявляет, что на одно задание получить патент нужен человек, и его не будет целый день. Эда, которая решила держаться подальше от Серкана, просится ехать. Серкан предлагает послать с ней помощника, но та отказывается. Перил предлагает позвонить Селин, так как благодаря ей они развили проект, с которым теперь будут работать. Селин говорит, что с ней Ферит, и она попробует изменить расписание. Энгин спросил у Серкана, почему он до сих пор не улыбнулся, так как все эти дни дела идут в гору. Серкан отвечает, что не понимает отца, который пригласил Ферита в холдинг, а еще хуже Селин, которая знает, как он к этому относится. Но в итоге ей придется сделать выбор, сказал Серкан. Айдан пришла посмотреть, не поменял ли случайно и Серкан свой стиль. Эда говорит Серкану, что уезжает. А Серкан просит у нее, чтобы она отправила цветы Селин с поздравлениями. Эда говорит, что сделает для нее букет своими руками. Также Серкан просит быть осторожнее с бумагами, так как один эскиз есть только в единственном экземпляре. Эда позвонила Фифи и попросила у нее помощи, так как первый раз в жизни едет получать патент. А Селин планирует пресс-конференцию с Серканом и рассказывает Мелек, как это все происходит. И та заговаривает о пресс-конференции в колледже и про то, как на ней Серкан был унижен Эдой.